День 1680, Алекс на связи. Когда предлагается внедрять систему умного дома на базе open source решений, то умалчивается одна и очень простая вещь. То, что open source, это значит, что никто никому ничего особо и не должен. Ты можешь скачать и установить себе там любое ПО и использовать для каких-то своих нужд, например. Но оказывается, что если такой умный дом делать, то возникает вопрос, а как к нему подключаться извне? Если, например, рассматривать какие-нибудь системы, например, там, экосистему Яндекса, то у них есть приложения, у них есть сервера облачные, через которые можно подключиться. И все там подключается нормально, дружит между собой, и там любое устройство в локальной сети, его можно с интернета там зайти и там им управлять. Если там Xiaomi или Tuya или Aqara или какие-то другие, то тоже у них есть приложения, у них есть свои облака, и, соответственно, через них тоже все работает удаленно. И через приложение, и там любым другим способом. Но open source это оно развернуто в локальной сети решение, и там подключиться извне нет никаких приложений, нет никаких способов. То есть, если там устанавливать приложение, оно пытается в локальной сети найти этот сервер. Если оно его обнаруживает, там, допустим, телефон подключен по Wi-Fi, то, да, можно зайти и практически в приложение там полный интерфейс, там позволяет, например, в Home Assistant там полностью видеть всю конфигурацию, можно там все настройки делать, там перезапускать сервер, там, управлять всеми устройствами, просматривать разные датчики и камеры. OpenHub, он тоже позволяет также все делать через приложение, но когда пытаешься это приложение запустить с отключенным Wi-Fi, например, или там не подключен к локальной сети, то в этот момент пишет, что ошибка не может быть найдена, и все. То есть никаким образом нет никакого внешнего там адреса, страницы или еще что-то, к которому можно подключиться. У OpenHub, конечно, есть облако свое, которое позволяет и через это облако тоже подключиться. И вот как раз популярное решение Home Assistant в этом случае и проигрывает менее популярному OpenHub. Конечно, есть у Home Assistant разные способы еще подключиться. Например, можно использовать там платное облако, получается где-то оплата там около $7 в месяц и там около $70 в год, что получается довольно много для такой простой задачи, чтобы там зайти и управлять какими-то устройствами. Ну или там даже, конечно, будет возможность и чего-то разрабатывать, какие-то скрипты настраивать, какие-то другие настройки делать на сервере. Если это делать редко, то слишком дорого получается. В OpenHub есть такое решение облачное. Это внешнее облако. Оно пока бесплатно, но, конечно, в любой момент могут его отключить. Но оно позволяет через приложение зайти и нормально там делать все настройки. Конечно, допустим, на телефоне это не очень удобно. Если заходить с планшета, наверное, поудобнее будет. Но в целом это все-таки, конечно, там не... Ну и в принципе можно и на самом деле зайти из компьютера, то есть также указывается адрес там myopenhub.org и там, заходится через него на это облако. И можно там полноценно уже тоже видеть свой сервер и им управлять, настраивать, там, чего-то переделывать. В Home Assistant этой возможности нет, если не платить. И тогда возникает вопрос, а как вообще еще можно подключиться к нему? И это на самом деле очень большая проблема. Есть рекомендации, что можно, например, использовать VPN. VPN тоже есть разный. То есть в некоторых версиях, в принципе, там Home Assistant можно настроить подключение через VPN, там, через Tor.
но фактически сейчас он там заблокирован и он не открывается. То есть я попробовал, оно, конечно, не работает. Альтернативное решение есть, это можно подключать через другие платные VPN сделать и через них подключаться. Специально есть такие сервера, на которых именно для целей подключения к умному дому и для управления продается доступ через VPN. И тогда там можно на телефоне или там другую локальную сеть, например, там с дачи, ее тоже подключить по VPN к локальной сети, например, в квартире. И полноценно можно будет тоже подключаться и там все настройки делать, как в обычной локальной сети. Но такой хостинг, он тоже не бесплатный, он тоже стоит денег. И поэтому там по деньгам получается тоже где-то около 150 рублей в месяц, что тоже не очень дешево. Есть еще варианты подключения там более локальные, например, по SSH можно подключиться, то есть ставится специальное приложение, есть внешний сервер, который выступает в качестве маршрутизатора, и через него можно тоже там через это приложение подключаться по SSH и какие-то настройки делать. Но понятно, что это не полноценный там доступ к системе, и можно там какие-то базовые скрипты пописать или там перезапустить сервер, или еще что-то такое мелко сделать, файлики скопировать откуда-нибудь, но полноценно там открыть систему умного дома для управления уже не получится и для настроек. Есть еще варианты, разные там способы, как вообще сделать хоть какое-то управление, но это понятно, что это уже нужно просто использовать альтернативный способ подключения. Самый простой, наверное, это там можно использовать Telegram-бот. Его создать не очень сложно, даже, можно сказать, очень просто. Дальше он подключается к системе, например, в данном случае к Home Assistant. И в нем этот Telegram-бот позволяет какие-то команды себе отправлять, разные сообщения из системы умного дома. И также можно из Telegram отправлять какие-то команды в сторону сервера умного дома, и он уже там сделать обработчик нужный и какие-то команды выполнять, простейшие включения или выключения, или еще какие-нибудь там запуск сценариев. Я, конечно, использую Telegram бот для полноценного управления, то есть у меня это не модуль к Home Assistant, это просто полноценный там разработанный такой в виде скрипта там целая система, она позволяет и там, получать информацию о датчиках, есть выведены туда практически все устройства, и у них там есть соответствующие команды, которые мне нужны для управления. То есть я могу включать и выключать, просматривать там, состояние датчиков, температуры, влажности, еще какие-нибудь. То есть, в принципе, это не автоматически все заполняется, это все нужно там прописывать вручную, добавлять в него, но он позволяет полноценно управлять умным домом. Но еще как вариант, если не хочется ничего там программировать в Telegram-боте или в скриптах делать, то можно через какую-то экосистему. В данном случае самое простое – это подключить Home Assistant специальный модуль для интеграции с Яндексом, но он подключается через дополнительные там подсистему HAX, там ее тоже нужно установить, там не сильно просто, но по инструкции все это делается. И после этого в этом модуле можно просто нужные датчики, можно хоть все, вывести через облако, через этот модуль. Они будут видны в Яндексе. И тогда просто в Яндексе там добавляется соответствующая интеграция, и через нее уже появятся все датчики, и можно также их просматривать. Ну, большинство датчиков, то есть там не все параметры датчиков и не все датчики, но основные какие-то базовые, они видны. Например, там, температура влажности, это по сути 2 датчика будет. Разные выключатели, они тоже будут отдельными, там, по крайней мере, в текущей версии этой интеграции.
Но, например, какие-то более сложные, там, цветные лампочки умные, еще там ленты, например, они позволяют даже цвет переключать там и какие-то эффекты выбирать. То есть, в принципе, сама интеграция не такая уж и плохая получается. Ну и даже там позволяет и некоторые камеры там видеть вполне нормально. Можно будет из Home Assistant камеры туда вывести. То есть, но это тоже внешнее решение, оно пока временно, и, возможно, оно сейчас бесплатно, а потом будет платно. Никто не знает, и сколько оно продержится, тоже никто не знает. Но, в принципе, пока энтузиасты поддерживают, ну, можно, конечно, это тоже использовать. Еще как вариант я использую вообще внешний хостинг. У меня есть сайт, там сделанный. В принципе, хостинг он получает где-то 300 рублей в месяц выходит. И на нем там и база данных настроена, в которой как раз сохраняет все значения. Ну, собственно, вот этот хостинг и этот сайт, он мне нужен в первую очередь для хранения самой базы, изменений, там, истории изменений всех датчиков и значений. Потому что хранить локально их очень, как сказать, будет много места занимать, и, конечно, там никакой карты не хватит, или от такого количества записей может любая карта, там SD-карта выйти из строя на этом микрокомпьютере. То есть нужно будет уже рассматривать какой-то вариант хранения там с SD или eMMC карточку. То есть это более сложное решение. Поэтому у меня там хранится база данных, ну и плюсом, поскольку туда все значения всех датчиков и устройств последние и вообще вся история сохраняется, я их могу тоже сделать сайт, там сделать страничку, через которую я вижу все значения. Ну и дополнительно я еще сделал, что могу этими устройствами управлять, то есть там, если это какое-то бинарное устройство включения или выключения, то я могу его включать и выключать. И если это не бинарно, то я могу выполнить, в принципе, любую команду, любой скрипт запустить для исполнения. Там, хоть он сценарий переключит или просто устройство в какой-то режим переведет. То есть там практически неограниченные возможности по запуску разных скриптов. Но, конечно, интерфейс, он там простенький, я там особо не заморачивался, делал я его больше по интерфейсу, и вообще весь сайт у меня сделан по интерфейсу OpenHub. Это представление Basic, которое самое простое, в котором все переключающиеся устройства, они там в виде переключателей таких бинарных сделаны, но и там все датчики, все отдельные свойства датчиков, это как отдельные объекты. Но пока оно меня устраивает, то есть для каких-то таких простых нужд, для управления, оно вполне подходит в умном доме.